Традиционно считается, что представители семейства кошачьих боятся воды как огня. В этом плане есть исключения, но в целом, как большие, так и малые кошки действительно избегают водных процедур. И рыси также без особой надобности не мочат драгоценную шубу. Однако жизнь отдельных особей тесно связана с водой, и они научились охотиться на недосягаемую для других добычу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – рысь, которая охотится в воде. Наиболее типичный рацион для всех видов рысей состоит из зайцеобразных, мышевидных грызунов и даже небольших копытных. Но этот хищник может приспособиться к самым различным условиям, и обитание на берегу водоемов заметно сказывается на образе жизни и охотничьих тактиках. Особенно отличается жизнь на морском побережье. В поле зрения рысей часто попадают птицы, но это действительно сложная добыча. Однако здешние чайки размахом крыльев заметно превосходят хищницу в размерах, поэтому они заслуживают особого внимания. Места, где пресная вода встречается с морской, становятся излюбленным местом пернатых. Затаившись, кошка выжидает подходящий момент и с невероятным проворством бросается на мишень. Конечно, одной скорости не хватит, чтобы поймать таких бдительных созданий. Но этот охотник славится терпением и настойчивостью, поэтому он совершенствует свою тактику. Главная задача – уменьшить дистанцию, используя естественное укрытие. Но на берегу с этим могут возникнуть сложности, и попытка за попыткой оканчиваются лишь промокшей до нитки шкурой. Даже многочисленные неудачи не сломят боевой настрой, и когда тактика оттачивается до мелочей, бдительность уже не спасает жертву. Меткий укус в шею и трофей уносится в безопасное место. Конечно, даже с продвинутыми навыками далеко не каждая попытка приносит успех. Но при ежедневных тренировках застигнуть добычу врасплох становится намного проще. И порой мастерства хватает даже на дополнительную мишень. Несмотря на такую удачу, удержать сразу две цели вряд ли получится. Удивительная точность и проворство, и все это несмотря на всего лишь один действующий глаз. Для кошек, живущих возле воды, встречи со змеями происходят регулярно, и некоторые хищники даже включили рептилий в свой рацион. Однако молодые рыси вряд ли имеют четкую тактику, но они превосходно знают, насколько опасным может быть такой соперник. Поэтому каждый выпад змеи сопровождается невероятно быстрым уворотом, ведь своевременное уклонение – главная защита при такой встрече. Змея не желает ждать развязки, поэтому скрывается в воде, где ее преследование для молодого охотника теряет смысл, хотя он по-прежнему сохраняет бдительность. При этом матерые хищники бросают вызов даже невероятно опасным гремучим змеям. Мощной когтистой лапой кошка пытается дезориентировать противника, причем каждая мышца ее тела готова к молниеносному прыжку, ведь укус рептилии фатален для млекопитающих таких размеров. Наконец, когда змея окончательно измотана, рысь разбавляет серию ударов укусом в голову, что окончательно усмиряет ядовитого соперника. Глубокий снег заметно усложняет охоту кошек. Не всегда спасают даже широкие лапы, особенно это касается рыжей рыси, ноги которой не такие длинные, как у родственников. Поэтому незамерзающие реки становятся объектом пристального внимания, ведь здесь можно встретить водоплавающих птиц. Но подобраться к уткам на расстоянии прыжка невероятно трудно, ведь слой снега прячет большинство естественных укрытий. Даже при виде охотника умелые пловцы не паникуют, ведь здесь они чувствуют себя в безопасности. Единственный выход – устроить засаду. Внезапно внимание кошки переключилось на другого водного обитателя – андатру. Зверек не подозревает о присутствии хищника, и рысь умело использует это преимущество. Однако реакция грызуна не оставляет охотнику шансов.
Даже нескончаемое терпение и внезапность не гарантируют успеха, когда цель способна найти спасение на недосягаемой для когтей глубине. Все же вода не лучший кошачий союзник. Летом прибрежная охота становится намного проще. Обилие растительности гарантирует незаметность, и здесь собирается множество уток, которые в этот период линяют, теряя маховые перья и возможность летать. Ища спасения в труднодоступных местах, они становятся сложной мишенью для большинства хищников. Однако для находчивой рыси это слишком доступный источник пищи. Во влажной среде с наличием зайцев могут быть проблемы, но утка становится весомой заменой привычному деликатесу. Летом появляются возможности и для подводной охоты, поэтому некоторые хищники успешно зарекомендовали себя в качестве рыболова. При этом добычей может стать даже гигантский лосось, который сознанием дела загоняется в ловушку и попадает в цепкие острые зубы. Это невероятно сильный противник, но с попаданием на сушу он слабеет с каждой секундой. Поэтому главная задача хищника – не допустить попадания добычи в привычную среду обитания. Нерестящийся карп становится не менее заманчивой мишенью. Не обращая внимания на сырость, кошка старается быть максимально незаметной и долго готовится к финальному броску. Выяснив, что добыча не торопится убегать, хищница бросается в атаку, и хотя скользкая рыба так и норовит вырваться, рысь сознанием дела надежно фиксирует цель. Промышляя на берегу, трудно не встретить одного из главных обитателей водоемов. Конечно, охотничьи рефлексы и любопытство побуждают проверить его на уязвимость. Однако бобр не терпит подобных посягательств и всем своим видом показывает, что приближаться к нему опасно для жизни. Рысь, которая освоила рыбную ловлю, уже вряд ли кого-то удивит. Но в этой ситуации жертвой кошки стала целая акула. При этом в зубах охотника оказалась взрослая особь, ведь длина этого вида обычно не превышает 1 метра. Получается, что эти кошки не так уж и боятся воды, а при обилии водоемов поблизости используют их в своих интересах, в том числе и для охоты, меняя зайцев и мышей на уток и рыбу. Поэтому рысь можно считать действительно универсальным охотником, для которого нет сложных условий и недостижимой добычи. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!